Всем доброго дня! В этом видеоуроке я подробно расскажу и покажу, как бумажную выкройку корректировать по размеру. Когда это может понадобиться. Например, вы построили выкройку самостоятельно по какому-то мастер-классу, но сомневаетесь, все ли в ней правильно. Или вы приобрели у меня комплект готовых выкроек купальника, а может быть не у меня, но не знаете, какой размер выбрать и как лучше эту выкройку скорректировать. Также, возможно, вам предстоит шить групповые купальники, времени, как обычно, очень мало. И если девочки не отличаются сильно по размерам, то строить выкройку для каждой из них – это просто лишняя трата времени, ведь ее легко можно подкорректировать. Сначала я дам информацию для тех, кто приобрел у меня готовые выкройки купальников, полный комплект или только часть. Очень часто я отвечаю на такие вопросы. Какой размер выкройки выбрать из комплекта? Что делать, если не все мерки гимнастки соответствуют стандартным меркам в таблице? Ну и самое главное, как изменить эту выкройку по индивидуальным меркам. Итак, начнем с выбора размера готовой выкройки. Если купальник будет с рукавами, то я рекомендую в первую очередь смотреть на мерку обхват плеча или обхват бицепса. То есть, когда мы измеряем руку в самом широком месте. Если же купальник будет без рукавов, то лучше ориентироваться на мерку обхват бедер. Почему именно так? Почему именно такие рекомендации я даю при выборе размера? Дело в том, что если на купальнике будет рукава или даже один рукав, очень важно, чтобы длина оката рукава соответствовала общей длине проймы. Но чтобы не корректировать эти линии, поскольку это достаточно сложно, лучше сразу выбрать такой размер купальника, в котором по мерке обхват плеча он будет соответствовать этой мерке гимнастки. Если же купальник будет без рукавов, то лучше ориентироваться на мерку обхват бедер, потому что корректировать выкройку по ширине бедер немножко сложнее, чем по обхвату талии, груди или даже по длине купальника. Ну и для того, чтобы на наглядном примере показать, как выбирать размер и корректировать бумажную выкройку, я возьму выдуманные мерки девочки такой немножко нестандартной фигуры. Если в данном случае выбирать купальник по мерке обхват плеча, то подходит 34 размер. Если же купальник нужен на вырост, то лучше взять 36 размер. Если вы уже приобретали у меня готовые выкройки купальников, вы знаете, что я отправляю их в двух форматах. В первой папке находятся выкройки в формате обычного изображения JPEG, а во второй в формате программы CorelDRAW. Конечно же, на компьютере в программе корректировать выкройки гораздо удобнее и точнее. И на эту тему у меня есть отдельный подробный видеоурок «Коррекция выкройка в программе CorelDRAW». Он входит в мои курсы по этой программе, но также его можно приобрести отдельно. Но если пока для вас ближе и понятнее бумажные выкройки, то открывайте папку JPEG и выбирайте там нужный размер. Итак, я открываю папку с выкройками на 36 размер. Здесь мы видим выкройку переда, 3 вариантов спинки, рукавов и юбки. Но для начала можно распечатать только выкройку рукава, чтобы проверить ее по ширине. Кстати, здесь же находится выкройка воротника стойки. Правда, сейчас купальник с таким воротником шьются крайне редко. Сначала необходимо измерить ширину рукава, но делать это нужно не между углами выкройки, а ниже, примерно в районе бицепса. Если же на вашей выкройке ширина рукава оказалась больше или меньше, чем нужно, ее можно подкорректировать. К примеру, если ширина рукава на выкройке оказалась больше, чем нужно, на 2 см, то от центральной линии отмеряем по 1 см вправо и влево. Разрезаем выкройку по одной из линий и наклеиваем одну часть на другую. Если же рукав наоборот оказался уже, например, на 2 см, разрежьте выкройку посередине и раздвиньте части на это расстояние. Снизу можно подклеить полоску бумаги, дорисовать недостающие фрагменты линии и отрезать лишнее. Но если вы изменили рукав по ширине, то и пройму на боди тоже придется подгонять, чтобы длина оката соответствовала общей длине проймы. Как это делать, я расскажу позже. Но если вы не хотите корректировать пройму, и у вас есть выбор из разных размеров, то лучше попробовать распечатать рукав другого размера, чтобы он соответствовал мерке обхват плеча. Также на выкройке рукава нужно проверить ширину запястья и при необходимости ее подкорректировать. Хочу уточнить, что мерки обхват плеча и обхват запястья используются без убавок. А вот длину рукава можно сделать на 5% меньше, чтобы рукав не оказался слишком длинным.
То есть из мерки длина рукава нужно отнять 5% и измерить на выкройке длину от самой высокой точки оката до нижнего края. И если выкройка рукава оказалась длиннее или короче, то нижнюю линию можно поднять или опустить. Даже если вы не меняли выкройку рукава, все равно лучше заранее проверить, соответствует ли длина оката рукава общей длине проймы. Но сначала вам нужно определиться, какую именно спинку из комплекта выкроек вы будете использовать. Без выточки, с выточкой или с вертикальным средним швом. Если вы пока не умеете делать спинку с выточкой или так называемым островком, и если вы не планируете вшивать молнию, то я рекомендую вам распечатать спинку без выточки. Но ее особенность в том, что ее длина меньше полочки. Когда вы будете стачивать ее по боковому шву, в районе талии спинку нужно будет подрастянуть по отношению к переду. Это поможет частично решить проблему пузырей и складок на пояснице. Итак, вы выбрали, какую спинку будете распечатывать, и теперь вернемся к коррекции оката рукава и проймы. Если корректировать выкройку на компьютере, то длину любой линии можно узнать легко и быстро. Для этого нужно только кликнуть на нее и в свойствах объекта посмотреть длину. Но на бумажной выкройке измерить изогнутую линию немного сложнее. Для этого можно на выкройке рукава по линии оката наметить точки через каждый сантиметр и таким образом высчитать длину этой кривой линии. Либо можно приложить ребро сантиметровой ленты, но сделать это нужно как можно точнее. Обязательно запишите полученное значение. Таким же образом можно разметить или измерить сантиметром длину пройм на полочке и спинке и сложить эти значения. Как видим, на этой выкройке длина оката рукава оказалась больше, чем общая длина проймы на 1,5 см. В идеале эти расстояния должны быть одинаковыми. Но допустимо, чтобы линия оката была чуть длиннее проймы, но не больше 1,5 см. И в этом случае рукав нужно будет немного припосадить в центральной части. Если же линия оката оказалась намного длиннее проймы, то изменять нужно не рукав, а боди, так как ширину рукава мы уже скорректировали в самом начале по мерке обхват плеча. Сначала нужно вычислить разницу между длинами. В данном случае получилось целых 4 см. То есть линию проймы на полочке и спинке нужно удлинить на 2 см каждую. Отмеряю это расстояние от нижней точки пройм вниз и прорисовываю новые линии проймы. Измеряю эти линии, складываю значения и получаю почти такую же длину проймы, как и оката. Как я говорила ранее, длина оката может быть немного больше длины проймы. А вот меньше окат рукава быть не должен, иначе припосаживать придется пройму на боди, а это неправильно. Если же это все-таки случилось, то увеличить окат по длине можно, продлив эту линию вправо и влево примерно на 5-7 мм. Если купальник будет без рукавов, то выбирать размер выкройки лучше по мерке обхват бедер. Но даже если вы сомневаетесь, правильно ли выбрали выкройку, в процессе вы сможете ее скорректировать. Измерять на выкройке купальника обхват бедер нужно не от края до края, а немного ниже, потому что линия бедер располагается именно там. Чтобы найти эту линию, можно отмерить от линии талии вниз мерку высота бедра с убавкой 5 или 10%. В зависимости от того, шьете вы купальник на вырост или точно по размеру. Далее продлеваю боковую линию от талии вниз до пересечения с линией бедер. Мерку обхват бедер делю на 4 и откладываю это расстояние от центра в сторону боковой линии. Если это расстояние совпало, то оставляю ширину выкройки в этом месте как есть. Если же это расстояние получилось больше или меньше, то боковую линию нужно сдвинуть по горизонтали до нужного значения. В отличие от ширины бедер, проверить выкройку по ширине талии гораздо проще. Нужно разделить мерку обхват талии на 4 и отложить это расстояние от центральной линии. При необходимости можно легко скорректировать ширину талии, сделав ее меньше или больше. Проверить выкройку по ширине груди можно таким же образом. Но если вдруг потребуется коррекция, то в этом случае мы не только сдвигаем верхнюю точку бокового шва, но и линию проймы перемещаем вместе с ней влево или вправо.
Хочу обратить внимание, что переместить нужно линию проймы такой, какая она есть, не изменяя ее. Соответственно, линию плеча тоже нужно будет изменить. Перед тем, как проверять выкройку по длине, можно сразу продублировать полученную половинку на другую сторону полочки. И теперь нужно скорректировать выкройку спинки по ширине груди, талии и бедер. Для того, чтобы не делать все расчеты, описанные ранее, можно изменить ее на основе выкройки переда. Для этого половинку передней части нужно приложить к задней и отметить на ней ширину выкройки в основных точках по линии груди, талии и бедер. Причем по линии талии спинку лучше заузить на 1 см с каждой стороны. Неважно, какая это спинка, укороченная или с островком, это делается для лучшего прилегания на пояснице. И теперь полученную половинку выкройки спинки нужно продублировать на другую сторону. Для того, чтобы проверить длину выкройки, понадобится мерка-дуга, то есть длина корпуса. Но мерка эта должна быть с убавкой, даже если купальник будет на вырост. Убавка может быть 5 или 10%. Если купальник будет однотонный, без аппликаций, росписи и большого количества страз, типа тренировочного, то убавку можно сделать побольше, 10%, так как ткань будет хорошо тянуться в длину. То есть, если, к примеру, мерка-дуга у девочки равна 140 см, то с убавкой 10% получится 140 минус 14 – 126 см. Если же на купальнике будут аппликации, роспись, много страз, все это снизит эластичность, поэтому большую убавку делать не нужно, достаточно 5%. То есть 140 минус 7 равно 133 см. И по длине выкройка купальника должна соответствовать именно этому полученному значению – дуга минус убавка. Для того, чтобы узнать длину выкройки, нужно измерить расстояние от верхней плечевой точки до нижней линии на полочке и спинке и сложить эти значения. Если длина выкройки оказалась меньше или больше, чем мерка-дуга с убавкой, то сначала нужно посчитать разницу между этими значениями, на сколько сантиметров они отличаются. И поскольку у нас две детали, полочка и спинка, эту разницу нужно разделить на 2. К примеру, если у девочки мерка-дуга 140 см, с убавкой 5% получается 133 см, а общая длина выкройки 130 см, то необходимо удлинить ее на 3 см. То есть нужно добавить по 1,5 см на полочке и спинке. Для этого можно разрезать полочку и спинку по линии талии и раздвинуть части на 1,5 см. Снизу подклеиваем полоску бумаги. Если мерка-дуга с убавкой 5% составляет также 133 см, а общая длина выкройки, например, 137 см, то ее нужно укоротить на 4 см, то есть убрать по 2 см на полочке и спинке. Для этого на полочке и спинке от линии талии вверх и вниз нужно отмерить по 1 см, разрезать по одной из этих линий и приклеить выкройку ко второй линии. Таким образом, общая длина выкройки станет меньше на 4 см. Надеюсь, что этот урок оказался для вас полезным, понятным, и вы сможете применять эту информацию в своей работе. Если же у вас будут вопросы по этой или другой теме, обязательно мне пишите. Спасибо за внимание!